Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы на канале, где мы говорим об ОСБ. Сегодня со мной опять Александр Семин. Саша, привет! Привет, Максим! Как я уже говорил в прошлом ролике, Саша является главным адептом двуручного меча в современном ОСБ. Мы уже записали 4 тезиса, раскрывающие то, почему двуручный меч является не бесполезным оружием, и его главным преимуществом не является его внешний вид. У нас в запасе было еще 4, вы попросили их рассказать, и вот мы вновь собрались. Саш, будем делать так же, пройдемся по тем тезисам, которые ты мне рассказал, я буду их озвучивать, ты будешь их раскрывать. Но для начала напомни, пожалуйста, что является двуручным мечом в контексте нашего разговора. Да, в прошлый раз мы только в конце вспомнили об этом. Сразу начнем с того, что двуручный меч в данном случае это спортивный снаряд по правилам HMBIA. Двуручный меч это клинок больше 110 сантиметров в длину и масса до 300 грамм. Полуторный же меч – это оружие, спортивный снаряд с клинком менее 1,10 м в длине и массой не более 2,5 килограмм. Как и в прошлом видеоролике, здесь речь в основном пойдет о двуручном. Итак, сразу начнем. Первый тезис. Ты говорил, что у двуручного меча более разнообразные углы атаки в сравнении с другими видами оружия в случае, когда мы говорим про большие бои. Раскрой, пожалуйста. Да, совершенно верно. Вот. Речь идет о том, что как у щитника, так и у алебардиста есть очень предсказуемая сторона, с которой он наносит удары. У щитника она справа, удары, летящие справа налево, у алебардиста в зависимости от хвата. Но в любом случае хват ему приходится менять. Как бы то ни было, перестройки на другой бок. Как бы то ни было, мы говорим, что наиболее ожидаемые удары это с внешнего сектора, с внешней стороны наружу, с внешней стороны внутрь. У щитника да, и у алебардиста также. Вот. Единственное, что алебардист может перебрасывать свое оружие, щитник этой возможности лишен. В общем, нанести удар с внутренней стороны наружу технически можно, безусловно. И в поединках это происходит, но в больших боях в этом, в общем-то, нет смысла. Это действительно не будет сильным ударом. А что по поводу двуручного меча? По поводу двуручного меча, им гораздо удобнее переходить с левых ударов на правые удары. Можно совершать эти переходы, не меняя стойки. Вот. И это довольно удобно. Когда мы имеем дело с алебардой, есть, конечно, мастера, способные наносить удар не только с удобной стороны, но и скрещивая руки и уводя вот этот нижний хвост за корпус. Ну, обычно это чемпионы мира по алебарде. Да, все мы их знаем. Вот. Так усредненный алебардист это делает, если он делает реже. Ну, и это довольно тяжело. Двуручный же меч, имея те же самые траектории ударов, позволяет не так сильно скрещивать руки, и, опять же, вот этот хвост внизу не мешает переводить его на любые траектории с вот этого неудобного левого края удара. И, наверное, в любом случае он сделает это быстрее, чем алебардист. Быстрее, удобнее, да, менее энергозатратно. Хорошо. Также ты мне говорил, что через забрало атаки двуручным мечом менее заметны для человека, которого ты бьешь. Да, речь пойдет вот о чем. Дело в том, что через забрало в строю мы обычно ориентируемся очень хорошо на удары того человека, который стоит напротив нас, и немного хуже на противников, стоящих поодаль от него по диагонали. В строю самые опасные удары обычно это диагональные. Это в твою зону видимости влетает рука с фальшионом или древко алебарды. Вот, в случае с алебардой мы ориентируемся на вот это вот приближающееся древко и реагируем на него. Оно массивно, его видно. Да. В случае с фальшионом, сам фальшион, в зависимости от забрала, от угла, под которым летит лезвие, зачастую самого лезвия бывает не видно. Но по довольно громоздкой перчатке и за счет довольно короткого клинка, близкому расположению ударной части и руки, в поле зрения даже сбоку чаще попадает кулак. В случае же с длинным клинком в 1,10 сантиметров в зону зрения забрала визора может попасть только лезвие. То есть руки могут остаться за гранью обзора шлема.
А само лезвие, если оно летит не под углом, а вот прямо кромкой, может быть вообще практически Ну невидимо. да, это тоненькая полоска, которая не цепляет взгляд в работе массового строя. Помножьте это на резкость удара, на неожиданность, опять же, угла, под которым может находиться. Этот тезис, как и многие другие, родился не у меня в голове, а ко мне подходили люди и делились своими впечатлениями. Люди с той стороны, которые получали эти удары. Они жаловались, да, что неудобно, необычно, непредсказуемо. Возможно, этот тезис работает вкупе с предыдущим. Еще мы в прошлый раз говорили, что чтобы нанести удар с той же дистанции, чтобы нанести удар одноручным с той же дистанции, с которой можно нанести удар двуручным мечом, щитнику нужно сделать шаг вперед. Таким образом, массивное плечо, рука тоже будет попадать в поле зрения, и на это может ориентироваться оппонент. А в случае с двуручным мечом дистанция так далека, что человек не способен ее адекватно оценить, и, возможно, клинок он увидит уже тогда, когда будет уже поздно. Возможно, хотя в некоторых случаях возможны тоже удары с выпадом и со сменой стойки, но это мы можем использовать в тех случаях, когда нужно еще дальше дотянуться до противника, в чью зону видимости мы вообще никак не попадаем. Для стандартного щитника эта дистанция запредельная. Да, она запредельна, она непривычна. Хорошо. Что еще? Еще ты говорил вот о чем, что двуручным мечом проще выискивать бреши в доспехах противника. Ну да, скорее не только двуручным мечом. Когда мы смотрели как-то твое видео 2012 года. Ну, про 2012 год. Да, видео само про 2012 год, про Динамо 2012 года. Вот, ты говорил, что зачастую люди тогда выходили с турнирными одноручными мечами, вот такими вот, с маленьким вот таким вот кончиком, чтобы работать именно по щелям в доспехе. Сегодня с такими мечами уже почти никто не выходит, использует в основном фальшионы. Связано это с тем, что такой меч возможно использовать только при работе по щелям. Да-да, потому что общий уровень доспехов повысился, и если ты будешь работать не по щелям, ты уже никого не уязвишь. Да. Выходя вот с таким оружием, ты можешь наносить урон в закрытой части доспеха, но при работе по каким-то узким открывающимся сгибам, локтевым, например, или там где-то отводе дельты плеча от бригантины, это может быть слишком массивная ударная часть для точечного в нее попадания. Вот двуручный меч же, он имеет одновременно и потенциал вот этого проникающего клинка, вот мы можем даже сравнить, кончик такой же компактный, но вместе с этим содержит в себе и потенциал довольно мощного рубящего удара. За счет массы, длины, двух за счет рук. того, что мы наносим его двумя руками с вложением корпуса. То есть, выходя на ресталище, мы расширяем себе палитру возможных действий. Мы можем действовать как в силовой манере, так и в некоторых случаях переключаться на вот эту прицельную работу по брешам в доспехе, что дополнительно дезориентирует противника подчас. А если мы говорим об алебарде, как я тебя понимаю, топор алебарды достаточно массивный, и вот он прямо точечно в брешь не попадет, а все равно будет часть энергии гаситься элементами снаряжения. Это зависит от мастерства, от бреши, но, как правило, алебардисты предпочитают только силовую работу. Им проще этот доспех сокрушить. Выискивать вот эти щели таким большим топором подчас неудобно. Плюс более массивное оружие, оно более энергозатратно при точной работе. Обычно первое, что мне говорят люди, когда я даю просто попробовать, они говорят, что более точно. Да, даже я когда пробовал, оружие легче, и баланс в рукояти, мы об этом уже неоднократно говорили, оно позволяет использовать более точные техники, рассчитывать не только на грубую силу, но как-то там более филигранно работать клинком. Но оно не легче. В том-то и дело. Дело только в балансе. Оно легче в управлении. Оно легче в управлении, да. Зачастую весить он может даже тяжелее. Некоторых топоров просто за счет тяжелого топорища удар сильнее, но само древко может быть вместе с топором легче. Наверное, стоит сказать, что все-таки мы говорим о неких усредненных алебардистах, еще раз повторить, да. Потому что, разумеется, есть умельцы, которые найдут маленькую брешь и используют весь разрушительный потенциал топора, попадут туда. Но в среднем все-таки при прочих равных двуручным мечом попасть проще.
Да, с двуручным мечом пока сложно говорить в среднем, потому что двуручных мечей не так много, но вот этот потенциал налицо. Есть свидетели, люди подходили, говорили, что да, он действительно проникает туда, куда обычно не проникают, неудобно не ударить другими видами оружия. Я думаю, что это вот одна из причин успеха, по крайней мере, в твоих руках двуручного меча, что их просто мало, ну, в смысле, их просто нет. И для людей неожиданно там те траектории, с которых он попадает, это вот возвращаясь к углам атаки, неожиданно дистанция, это возвращаясь к тому, что плохо видно через забрало. То есть просто редко встречается, люди к этому еще не привыкли. Ну, на самом деле, алебарда зачастую тоже редко встречается. Есть целые регионы, где даже есть школа ИСБ и целая команда, но нет ни одного алебардиста. Это у нас Питер-Москва, у нас все есть. А так зачастую многие люди, у них все редко встречается, кроме щит-меч. Да, наверное, но все-таки гораздо больше алебард. Ну, в смысле, очень много. Ну, может быть, и поэтому, с мечом. но я надеюсь, не только поэтому. Хорошо. И последнее. Двуручный меч – это оружие с конкретными функциями в больших боях. То есть такое узкоспециализированное. Ну, на самом деле, я бы сказал, что любое оружие имеет свою функцию в больших боях. Просто у алебарды есть люди, которые нашли эту функцию. У щитников она тоже всегда была. У двуручного меча ее просто стоит очертить и определить. Да, она тоже есть. Есть конкретные ситуации, где он будет выгоднее, чем другие виды оружия, и где он будет выгоднее, чем в каких-то других. То есть это оружие такое промежуточное в какой-то мере между щитом, мечом и алебардой. Поэтому оно решает и задачи такие довольно промежуточные. Сейчас я, наверное, поправлюсь. Нельзя говорить, что меч делает ту же работу, что алебарда, но хуже. Он просто делает свою работу. Ну, он может делать ту же работу, но хуже, но лучше бы ему заняться своей специфической задачей. И вот какие это задачи? Вот эти задачи, ну, проще всего, наверное, сформулировать их на 3 примерах. Вот. Хотя в бою так не бывает, обычно задачи перетекают плавно одна в другую. Давай, ну, вот поговорим четко, про идеальный мир. Идеальный мир такой. Если противники выстроились напротив, у меня вот этот меч, куда мне встать? Тут 2 варианта. Либо я встаю на тот фланг, где у него как можно меньше алебардистов и одни щитники, больше щитников. Обычно такой фланг всегда есть. Первое, по причине того, что в большинстве команд алебард в принципе не хватает, и ты легко можешь просто от них уйти, перейдя на тот фланг, где алебард нет. Второе, даже в том случае, когда алебард достаточно много, очень часто тактик, командующий вот этой вот командой, он группирует их на одном каком-то фланге или же в центре, но именно в том месте, где он нанесет основной удар. А какие-то периферийные части строя остаются обескровленными по древковому оружию. И по ним уже можешь работать ты с двуручным мечом. Да, я могу встать туда, вот, боец с двуручным мечом может просто более экономично, чем алебардист, начать выцеливать, нервировать, безнаказанно атаковать этих щитников. Мы говорили о том, что в строю, в отличие от боев 5 на 5, тяжело как-то вести вот эту войну, когда тебя атакуют длинным оружием, а ты вынужден выйти из строя, чтобы ему ответить. Ты можешь тут же получить от противников уже даже с коротким оружием. Можно безнаказанно атаковать щитников, используя удобство ударов по ногам, используя удобство переброса с левой стороны на правую, вот, и заставить их потихоньку пятиться. Вот, но еще лучше это будет работать в спайке с алебардой. То есть, если на тот фланг, где у противника одни щитники, пойдет боец с двуручным мечом и алебардист, и они станут работать вместе, взяв, например, противоположный хват, допустим, меч справа, алебарда слева, то двуручный меч может взять на себя более неудобные мишени для алебарды, то есть сконцентрироваться на ударах по ногам, на ударах куда-то там в конечности, чтобы заставить щитников дергаться, чтобы они опускали щиты, отводили щиты, и в этот момент заряженный алебардист будет просто бить по открывающимся целям. То есть двуручник будет выступать как некая открывашка, он будет стимулировать противника открывать голову для ударов заряженного алебардиста. А алебардист не будет тратить силы на то, чтобы как-то там в принципе, да, раньше с этой же функцией неплохо справлялись и
очень хорошо подготовленные щитники. Я вот, например, восхищался бойцами из Боярда, когда мы вместе с ними воевали где-то на битве на Неве, они были за нас. Они делали большие выпады и попадали противникам в наручи, заставляя их дергаться. А наши алибардисты, у них тогда не было алибардистов, в этот момент их отрабатывали. Но, скорее всего, это ушло в прошлое. Во-первых, по причине того, что шинные наручи по большей части ушли, да. Сегодня мы имеем латные, более широкие, и такие удары просто большая часть противников просто игнорирует. Они не обращают на них внимания, даже не пытаются на них дергаться. Вот эти удары противники не игнорируют, они на них дергаются, они на них ведутся. Плюс одноручное оружие в принципе немножко утяжелилось и укоротилось с тех пор. По-моему, если я не ошибаюсь, бояр тогда пользовались вот этими турнирными мечами. Ну, может быть, но в любом случае сегодня та же самая задача более актуально будет решаться двуручным мечом для раздергивания и открывания с безопасной дистанции. Опять же, с коротким фальшионом можно это делать, но ты попадаешь в такую зону, когда тебя могут просто прихватить и дернуть коротким выпадом противники с той стороны. Ну, ты оголяешь руку под ответный удар тоже. Или под удар, или под зацеп, что тебя схватит и туда утянут. Хорошо. А что делать с тем флангом, напротив которого сконцентрировалось очень много алибардистов? Это второй вариант сценария. Можно встать именно в том месте, где у противника сосредоточен основной алибардный удар. Вот, обычно, когда алибард много, а с другой стороны мало, то те, которых мало, больше концентрируются на защите своих щитников, чем на атаке противников. Они, конечно, их тоже атакуют, но чаще защищаются и блочат своих. Вот с этой задачей двуручный меч справится, на мой взгляд, лучше алибарды. Во-первых, по причине более безопасного владения, перекрытия кисти гардой, по причине более экономичного расходования сил за счет баланса. Вот. Ну и в целом я считаю, что алибардисты очень ценный ресурс. Их стоит, наоборот, перебросить на другой фланг, чтобы они разбирались с таким же флангом противника и не тратили свои силы на защиту. А вот эту роль защиты голов своих бойцов поручить более экономичному двуручному мечу. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ослабленный фланг не пятился, не отступал, туда лучше поставить не одного алибардиста, а человека с двуручным мечом. Алибардиста перебросить на другой фланг к кучке других алибардистов, чтобы они там наращивали преимущество. А если нам нужно на этом участке фронта закрепиться, то к щитникам лучше добавить человека с двуручным мечом. Да, щитники, в принципе, тоже, если они не будут создавать ступеньки и не будут отступать кривобоко или как-то криво атаковать, они тоже, в принципе, могли бы эту линию выдержать и без всяких там алибардистов и двуручных мечей. Но им, как показывает практика, это психологически тяжело. Когда они долго получают, они начинают пятиться. Вот, двуручный меч позволяет вынести вот эту войну, вот эту перестрелку немножко с их щитов и шлемов чуть-чуть дальше в пространство между строями, чтобы он принимал удары там, далеко от щитников, и удары в них уже не долетали. Это психологически обнадеживает щитников. Им так проще стоять и не терять позиции. И вот ты сказал про ступеньки, и это третий вариант работы двуручным мечом в строю. Да, третья очень полезная функция. Двуручный меч может кинуться и заткнуть вот эту брешь в строю. Когда строй изломался, крайний боец, выдающийся вперед, он становится беззащитен для алибардиста, стоящего сбоку от него. Его может попытаться прикрыть щитник из отставшей части, но либо он не дотягивается, то есть если голову ему еще как-то может прикрыть, ногу нет, либо ему приходится выйти из строя, и тогда он сам становится вот этой жертвой. Да, мы об этом говорили. Как только он начинает перекрывать своему соратнику впереди стоящую ногу, он открывает для ударов алибардиста голову, бок, плечо, все что угодно. То есть если там 1-2 он удара поймает на щит, то алибардист увидит эту тенденцию и в следующий раз ударит ему, обманет, вместо удара в ногу соратнику ударит ему в голову. Да, теоретически ему на помощь может потянуться следующий щитник, и весь строй мог бы вот так поравняться. Но это только в идеальном мире. Обычно есть какие-то причины, не позволяющие строю быстро выровняться. Поэтому вот это время, пока строй или поддавит вторым флангом, или организованно чуть-чуть подотступит тем, который выбился вперед, или сместится в диагональ, пока вот это время идет, чтобы свои бойцы не получали урон, целесообразно вот этому мечнику встать в месте разлома и прикрывать выбившегося вперед щитника, самому оставляясь ровно в строю с отставшими щитниками. Да. Ну, мы уже говорили в тот раз, сейчас, наверное, можно резюмировать, опять же, что в больших боях, а они сейчас набирают популярность, двенашек стало очень много, там,
на Би-12 есть 30-ки и больше. У двуручного меча в больших боях много интересной работы. И, в принципе, я надеюсь, что после наших с тобой роликов этого оружия в больших боях станет больше, оно станет более привычным, и, возможно, какие-то более интересные тактические схемы придут в строевые бои. Все может быть, ИСБ развивается, у нас появляются новые виды оружия, появляются вот эти вот треугольные щиты, которые одно время ушли в прошлое, были только турнирными. Сегодня они возвращаются в строй, и мы видим все больше ощетинившегося такого вот этими щитами строя. Появляются двуручные фальшионы, вот, тенденции меняются, да, все может быть. Саня, спасибо тебе, что пришел, спасибо за этот выпуск, за информацию, которой ты поделился. Друзья, надеюсь, вам было интересно. В принципе, мы за 2 ролика рассказали вам все, что хотели. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы, наверное, можете задать их в комментариях. И если их наберется достаточно много, мы снимем потом еще один ролик с ответом на вопросы. Все, друзья, спасибо, счастливо, пока.